Добрый день, приветствую вас на своем кулинарном канале Куб Кук. Сегодня вашему вниманию хочу предложить 3 салата. Это те салаты, которые мы можем приготовить на ужин. Знаете, так, чтобы, скажем, не сильно долго заморачиваться, если, конечно, есть все ингредиенты в холодильнике, или подумать заранее об этом, их подготовить. Салаты витаминные, я бы сказала. Пока нету еще сезона, и мы не можем сделать просто помидоры и огурцы, мы можем их сделать, но, наверное, это не так вкусно, потому что сейчас не сезон наших местных овощей. Поэтому я хочу предложить вашему вниманию другие 3 салата, которые, на мой взгляд, полезны, некоторые из них можно использовать как гарнир, некоторым из них можно взять, знаете, что-нибудь отварное, какой-то кусочек отварного мяса или тушеного, и это будет полноценный прием пищи. Приступим. Начнем с конца, я бы так сказала. Третьим салатом в нашем списке, я бы так это сформулировала, будет вот такой вот салат. Салат с буряком, спаржей и козьим сыром. Спаржа в нем опциональна, то есть можно его сделать просто только с буряком. Но для того, чтобы наши ингредиенты приготовились, пока мы с вами снимаем 2 других салата, поставим спаржу и свеклу запекаться в духовку. Свеклу мы будем запекать в фольге. Поступим таким образом. Поставим свеклу. Можно делать целиком, можно делать половинками. Давайте даже, наверное, сделаем половинками, так будет правильнее. Мы ее посолим, мы ее поперчим, польем оливковым маслом. Вот так вот завернем, поставим на противень. Сделаем вторую половинку. Опять соль. Перец, оливковое масло. Но я хотела спросить, все пишут, почему вы не перчили рыбу. Мы не показали момент, когда перчим видео. Плохо смотрят. Продолжим. Вот так вот ставим на противень рядом выкладываем спаржу. Ой, у меня тут. Поступаем с ней аналогичным способом, только без фольги. Поливаем маслом. Тут у нас 2 варианта. Либо мы все ставим вместе и спаржу вынимаем раньше, либо мы сначала ставим свеклу, а минут через 20 добавляем спаржу. То есть в духовке свекла должна провести 40 минут при температуре 180-200 градусов. Как-то вот так. Спаржа должна провести при такой же температуре 20 минут. Соответственно, 2 варианта. Или мы через 20 минут забираем спаржу, или потом через 20 минут добавляем спаржу в духовку. Я спаржу выйму чуть раньше. Отправляем в духовку. Приступим к приготовлению салата номер 1. Это салат из краснокочанной капусты. Нашинкуем нашу капусту. Я предпочитаю сделать вот так вот. Перерезать, то есть пополам, чтобы не были такие длинные. И как можно тоньше нарезаем. Я не нарезаю обычно вот эту белую часть. Это как бы сердцевина или кочан капусты, как по-другому говорю. Она будет жестковата. Можете вырезать все, нарезать. Я просто как бы дохожу до нее и оставляю. Перекладываем капусту в емкость для салата. Теперь давайте присолим капусту. И чтобы капуста любая в салате была мягкая, ее нужно присолить и помять руками. Так и поступим. Предупреждаю вас, руки будут фиолетовые. Одевайте перчатки, если боитесь. А вы не боитесь? Я думаю, что я отмою сегодня. Вот так вот. Угу. Почистим и нарежем яблоко. Яблоко для салата нарезаем соломкой. Чтобы яблоко не потемнело, когда мы его добавим в салат, мы его немножко взбрызнем лимонным соком. Так вот перемешаем.
Кстати, а авокадо тоже так можно брызгать водным соком, чтобы оно не потемнело? Чтобы не темнело что, половинка или приготовленное Нет, гуакамоле? приготовленное. Маслом надо залить. Поставьте в банку и сверху залейте оливковым маслом, чтобы была пленка. Без контакта с воздухом оно не темнеет. А потом масло вылили, кушаете дальше. И икру красную так можно хранить. Заливать тоже маслом. Так, поехали. Добавляем яблоко в салат. Следующий ингредиент нашего салата – это апельсин. Так вот, почистим апельсин, стараясь срезать всю белую шкурку. Знаете, пришло такое время, когда уже когда свежих овощей нету, таких новых, весенних, а погода уже более-менее, и поэтому еду хочется полегче. Мне кажется, что такие салаты, которые я предлагаю вашему вниманию, это отличный вариант. Теперь я стараюсь так вот вытащить кусочки апельсина, чтобы пленка не попала. Вот все белое я отрезаю. Кусочки, может быть, будут не очень красивыми. Просто, понимаете, у меня есть помощники. Мне апельсин разрезали неправильно. Если у вас помощников на кухне нет, то у вас будет все хорошо. Если что, я имею в виду нашу съемочную группу, которая сказала, что так апельсин будет лучше смотреться в кадре. Поэтому выкручиваемся как можем. Лишнее сразу отбрасываем. Мы апельсин немного нарежем. Во-первых, это будет как бы красивым таким оранжевым пятном на фоне фиолетовой капусты в салате. Во-вторых, придаст сладость. А другую часть апельсина мы немножко выдавим апельсиновый сок для вкуса. Как бы будет тоже нормально. Вот такие у нас получаются кусочки апельсина. Я думаю, что я еще половинку очищу и добавлю в салат. Пропорцию вы можете делать, чтобы вам было вкусно, чего вы больше любите. Ну, для меня все-таки основным является капуста в данном салате. Всего остального я стараюсь дать меньше. Но если вы любите больше яблока или больше апельсина, то, пожалуйста, как вам удобно. Может быть, вы разберете апельсин на дольки и нарежете дольки кусочками. Так тоже будет прекрасный вариант. Наш апельсин готов. Я его немножко постараюсь сделать одинаковым. Соберем его и добавим в салат. Выдавливаем апельсинового сока немножко для заправки. Много не нужно, чтобы заправка не была жидкой. В заправку также добавляем соль и оливковое масло. Все перемешиваем. Стараемся, чтобы это была такая однородная масса. Выливаем в заправку. Здесь у нас апельсиновый сок, соль и оливковое масло. Поливаем салат. И перемешиваем салат. Кстати, хочу вам рассказать, что когда я где-то нахожусь в поездках, я всегда что-нибудь домой везу из продуктов. Ну, по мере возможности, конечно. Из продуктов это как? Ну, вот, например, привезла это оливковое масло из Валенсии. Вот. Ну, вкусное, мне понравилось. На базаре можно было попробовать, просто взяла на пробу, как что-то новое, другое. И со мной такие вещи происходят часто, в зависимости от того, где я бываю, я что-то привожу домой. Вот такой наш красочный салат. Вкусный и полезный. Также я хотела бы добавить в наш салат гранатовые зерна. Для этого мы надрежем гранат. Мы все видели модные способы извлечения зерен из граната. Попробуем и мы это сделать. Так аккуратно, чтобы белые перепонки не попали. Давайте я верну сюда салат. И вот так вот аккуратно добавим в салат гранатовые зерна. Если вы не можете кушать зерна с косточкой, то, наверное, вам лучше не добавлять. И опционально гранат можно заменить на какой-то гранатовый соус. Если вам по вкусу все-таки гранат, но зерна не хотите добавить, добавьте гранатовый соус.
Капуста мягкая, яблоко придает кислинку. Наш салат номер 1 готов. Прошло 20 минут, спаржа готова. Мы ее снимаем и оставляем буряк готовиться еще на 20 минут. А теперь приступим к приготовлению салата номер 2. Наверное, это один из моих самых любимых зимних салатов. А еще он любим мною за то, что его можно очень быстро приготовить. Почему? Потому что все ингредиенты этого салата сырые, их не нужно готовить отдельно, и все они натираются на терке. Это салат из сельдерея. И сельдерея не зеленого, а вот это корень сельдерея. Салат из корня сельдерея. Ну, я думаю, что мы из целого не будем готовить. Возьмем половинку, я перережу. Единственное, что могу вам сказать, старайтесь, чтобы ваш корень сельдерея был не сухой, чтобы он был все-таки более такой свежий, сочный. Он, если лежит в холодильнике долго, тоже высыхает. Поэтому следите за этим. Вообще, я стараюсь продумывать наперед, что будет кушать моя семья. Поэтому вот как раз ингредиенты этого салата – это сельдерей, яблоко и морковка. Это то, что вы можете купить, а приготовить через 5 дней, через 4 дня. Если будете знать, что у вас не будет возможности сходить за чем-то свежим в магазин, достали из холодильника, натерли, и все готово. Я думаю, достаточно, да, ребята? Продолжаем готовить наш салат. Натираем яблоко. Кстати, все я натираю на крупной терке. Надеюсь, вы обратили на это внимание. Вообще от того, как мы измельчаем наши продукты, во многом зависит вкус блюда. Может быть, кто-то скажет, что это грубо для него, и он хочет на мелкой терке. Но, на мой взгляд, тогда у вас получится каша. Поэтому я рекомендую натирать на крупной терке. Следующий наш ингредиент – морковка. Также натрем ее на крупной терке. Могу вам также сказать, что можно сельдерей заменить, я часто так делаю, потому что я люблю этот продукт, на краснокочанную капусту, которую я использовала в рецепте первого салата. Но сегодня у нас же должно быть разнообразие, я должна показать все разное, поэтому у нас все-таки салат с сельдереем. Теперь приступим к заправке. Основной частью нашей заправки будет сметана. Я думаю, на такое количество нам нужно 2 столовые ложки сметаны. Также мы добавим горчицу. И не удивляйтесь, мы добавим сахар. Если вы вот прям не можете себе позволить даже чайную ложечку сахара, не кладите его, ничего страшного не произойдет. И немного соли. Все хорошо разотрем. Салат рекомендую сделать хотя бы минут за 15-20 до того, как вы его будете кушать. Почему? Потому что сахар должен раствориться. Все-таки это не соль, сахар растворяется дольше. Он растворится, но не сразу. Вернем наш салат. Наша заправка. И перемешаем. Я хочу попробовать, можно? Богиня. Также сверху добавим в наш салат зеленый лук. Из лука мы добавим только зеленую часть, белую отрезаем. Вот так. Теперь делаем вот так вот. И когда будут брать себе салат, каждому попадет немного свежей зелени. В данном случае это зелень, это зеленый лук, который придаст остроты салату, а также красоты. Приступим к приготовлению нашего третьего салата. Это салат со свеклой и козьим сыром. Наш буряк готов. Достанем его. Вот такой он красивый. Отложим
пока буряк в сторону и займемся другими ингредиентами нашего третьего салата. Для заправки нам понадобится, собственно, козий сыр. Здесь у меня такой кусочек сыра. Я постараюсь как бы поделить его. Объясню. Часть сыра нам нужна для заправки, а часть сыра нужно просто, чтобы нарезать кусочками. Для красоты, для вкуса сверху. Если вы, как я, сегодня готовите небольшое количество, то просто достаточно где-то вот так вот поделить. Примерно 2/3 на соус заберем, а треть оставим для украшения. Вот так. Козий сыр мы солим немного, перчим. Также в наш соус идет винный уксус, столовая ложка. И 2 столовые ложки оливкового масла. Все хорошо перемешиваем. Я делаю это с помощью своего любимого гаджета на кухне. Это вилка. Если вы знаете какие-то более приличные способы, то пожалуйста. Жду предложения, чем вы перемешали этот соус. Добавлю еще немного оливкового масла, чтобы было пожиже. В принципе, все. Соус отставляем в сторону. Приступим к нарезке наших ингредиентов. Вот наш прекрасный буряк. Мы его чистим. Вот так мы почистили буряк. Теперь нарежем его. Буряк у меня только с духовки. Он не совсем остыл. Но вот так вот нарезав его кусочками, я думаю, что он остынет быстрее до того момента, как мы положим его в салат. Поэтому нарежем его и поставим в сторону отдыхать. Можете, если хотите, если вы запекали его целиком, нарезать кружочками. Но, если честно, мне нравится, вот скажем так, такими сегментами больше буряк. Как-то так эстетичнее выходит. Вот так. Сервируем, переоденусь на сладкое. Сервируем наш салат. Выкладываем рукколу. Это может быть не только руккола, а и какой-то смесь каких-то салатных листьев. Знаете, такой бывает еще бэби-микс, или как-то он там так называется. Я люблю немножко сбрызнуть ее маслом, потому что соус довольно густой. Вот у меня есть такое специальное масло. Это оливковое. Что делаем теперь? Распределяем наш соус по листикам. Сделайте это любым удобным для вас способом. В принципе, можно листья было сначала в какой-то другой емкости перемешать с соусом. Не уверена, что они бы тогда не сели. В любом случае, все перемешается, когда будете набирать этот салат. Так, отставляем в сторону. Теперь наша свекла. У нас остался еще один ингредиент, это спаржа. Давайте ее немножко нарежем. Вот так подвинем свеклу. Так. Еще парочку спаржи. Думаю, вся нам не понадобится на такое количество. Ну, опять же, вы все можете делать по своему вкусу. Я думаю, что если вообще без зелени, тоже будет вкусно. Но зелень, кроме того, что полезна, так еще и вкусно. Как-то вот так. Теперь у нас остался козий сыр. Вот так вот я прям возьму руками и вот такие побросаю штучки. Потому что мой сыр очень мягкий. Если вам повезло и ваш сыр чуть-чуть тверже, то вы можете нарезать его. Да. Красиво? Да. Мне кажется, Теперь. красиво. Хотите, я еще сверху посыплю зелень? Нет, не надо, не надо. И вот наш третий салат готов. Итак, наши 3 салата готовы. Идея состояла в том, чтобы показать максимально 3 доступных салата, которые может приготовить любая хозяйка. Ингредиенты довольно простые, ингредиенты подлежат замене. Кстати, жду ваших комментариев, что бы вы еще положили в этот салат. Или как бы вы по-другому использовали те же ингредиенты, которые использовала я. Пишите, буду стараться отвечать. Мне очень приятно, когда вы пишете. А также подписывайтесь на мой канал Куб Кук, ставьте комментарии, ставьте лайки.
Хай смакує. До нових встреч!